Депутаты собрались вернуть продуктовые карточки. В Ростове-на-Дону людей вернули в аварийный дом, а под Волгоградом санитар забил мужчину до смерти. Это новости «Воздух» на Ходорковский лайв. Ставьте лайки. Минобороны утверждает, что российские войска успешно наступают в Курской области. В последней сводке ведомства говорится, что военные нанесли поражение формированием 5 механизированных, танковых и 2 десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в 13 населенных пунктах. Также Минобороны опубликовало видео освобождения села Новоивановка в Суджанском районе. Российская армия вошла в село 12 декабря. Нашей штурмовой группе была поставлена задача занять очередной дом в селе Новоивановка, в котором укрепилось некоторое количество противника. Сманеврировав, разделившись на 2 направления, с 2 направлений мы смогли сломить его сопротивление, подавить огневые точки и выбить его из дома. В результате штурма было уничтожено несколько боевиков ВСУ и захвачено некоторое количество вооружения. Об освобождении Новоивановки, а также Плехова и Дарьина в своем телеграм-канале написал ИВРИО губернатора Курской области Александр Хинштейн. По его словам, люди жили в захваченных ВСУ селах в тяжелейших условиях, без связи с родными. Спасибо военным. Они как пришли к нам в воскресенье, мы места не находили. Думаем, Господи, Боже мой, Господь оглянулся и на нас это. Думаем, слава Богу, пришли наши. Хинштейн также добавил, что жителей освобожденных населенных пунктов ждет эвакуация. С танкера «Волга-нефть-239», который накануне потерпел крушение в Керченском проливе из-за шторма, спасли всех 14 членов экипажа. Об этом сообщили в МЧС. Моряков эвакуировали с судна 3 заходами по 4-5 человек. Со второго разрушенного танкера «Волга-нефть-212» эвакуировали 15 человек, 11 из которых доставили в больницу. У них переохлаждение и отравление нефтепродуктами. Капитан судна пока находится в реанимации. По меньшей мере 1 человек погиб. Гринпис предупредил, что крушение 2 танкеров в Керченском проливе может вызвать одну из крупнейших экологических катастроф в последние годы. В море могло разлиться 9 тысяч тонн нефти. Эксперт организации Дмитрий Маркин рассказал телеканалу «Дождь», чем это может грозить. Я процитирую. Если это мазут, то значительная его часть осядет на дне. И это приведет к уничтожению кормовой базы для многих видов рыб. Также мазут смертельно опасен для птиц. Конец цитаты. Об утечке нефтепродуктов премьер-министру Михаилу Мишустину уже доложил вице-премьер Виталий Савельев. По его словам, попавший в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла. Планируется облет района крушения танкеров на вертолете, добавил он. Израиль ночью нанес удары по военным объектам в Сирии. Поражены были склады вооружений сирийской армии, в том числе в Тартусе, где находится российская база. Также были нанесены удары по ракетным установкам в районе Хамы и по радарам в военном аэропорту Дейр-эз-Зор. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в районе Тартуса. Издание Times of Israel пишет, что они были вызваны взрывами. А издание Financial Times между тем выяснило, что Башар Асад вывез в Россию 2 тонны евро и долларов сирийского Центробанка. В 2018 и 2019 годах сирийский диктатор отправил в Москву 21 самолет с наличными на 250 миллионов долларов. В стране при этом был дефицит наличной валюты, зато у Асада теперь нет проблем с жильем. У его семьи куплено как минимум 19 роскошных апартаментов в Москва-Сити. Возможно, на те самые деньги. В жилом доме в Ростове-на-Дону появилась трещина. Однако МЧС признала здание безопасным. Дом на проспекте Чехова стал разрушаться на глазах у его жильцов. Трещина появилась на стене 2-го подъезда. Люди в панике высыпали на улицу. Однако прибывшие спасатели заявили, что дом как минимум этой ночью не развалится. И на нем просто, цитата, «чуть-чуть разошелся технологический шов». А жильцам предложили вернуться в свои квартиры. Однако ситуацией заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Может быть возбуждено уголовное дело. А вот новость с хорошим исходом. 8 человек спасли из пожара в Москве на улице Тимура-Фрунзе в Хамовниках. Из них 3 детей. Инцидент произошел накануне вечером. Горела квартира на 1-м этаже многоэтажки. По данным МЧС, для ликвидации огня потребовалось 49 пожарных и 14 единиц техники. Вернуть талоны на еду предложили в Госдуме. Причина – высокая инфляция, которая сильно бьет по малоимущим. Вот как эту прорывную идею оправдал глава Думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков. Далее цитата. «Такая инициатива имеет здравую основу, так как люди, испытывающие нужду, будут в любом случае при любых обстоятельствах знать, что они обеспечены соответствующим минимумом продуктов, товаров, которые необходимы им для жизни». Конец цитаты. Ранее с такой же инициативой на местном уровне выступил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. Он заявил, что
что продуктовые карточки введут в регионе с начала следующего года. В 2022 году, в начале вторжения в Украину, здесь уже вводили аналогичные меры. А прямо сейчас на Камчатке уже ввели скидочные карты на рыбу. Казалось бы, парадокс, но, как выяснилось, в самом рыбном регионе страны не купить рыбу дешевле 400 рублей за килограмм. В общем, вперед к советскому прошлому. Все, как мечтал Путин, скорбящий по самой большой геополитической катастрофе прошлого века. В Волгоградской области санитар избил до смерти пациента с деменцией. Как сообщает издание ВИА-1, 9 декабря пациент психоневрологического интерната, 61-летний Павел Корчагин, поступил в районную больницу с телесными повреждениями. Спустя 3 дня он скончался. Ранее в интернате сыну Корчагина заявили, что отец, мол, скоро умрет. Очень уж много у него болезней. Однако госпитализировали Корчагина почему-то с переломом ребра. И версия его появления никак не стыкуется с состоянием мужчины. Вот что говорит его сын. Отец к тому времени был уже овощем, не мог ни ходить, ни говорить, не обслуживать себя. Якобы санитар его избил во время гигиенических процедур. Но мой отец физически не мог проявлять никакой агрессии. Конец цитаты. По подозрению в совершении преступления задержали 38-летнего санитара ПНИ. Он работал здесь с 2021 года. Дело возбудили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности. Я только отмечу, что система психоневрологических интернатов в России репрессивна по самой своей природе. Жители ПНИ находятся в полной власти сотрудников и руководства. И попав туда, выбраться уже практически невозможно. Политзаключенного поэта Вячеслава Малахова этапировали из Москвы в Вологду прямо перед апелляцией. Сегодня должно было пройти заседание, на котором адвокат Малахова Татьяна Соломина собиралась оспорить его приговор по делу о так называемой дискредитации армии. Однако подключить Славу по видеосвязи не получилось. Оказалось, что в СИЗО его уже нет. Причем об этапировании не уведомили даже Мосгорсуд. Вот что рассказала журналистам сама Соломина. Это был сюрприз и крайне неудовольствие не только для меня, но и для судьи Московского городского суда, которая лично просила руководство СИЗО Бутырка, которое он содержался до недавнего момента. То есть на понедельник, 9 число, он еще был в СИЗО Бутырка, потому что я его навещала. Судья просил не этапировать его до слушания. По словам одного из приставов Мосгорсуда, практика этапирования подсудимых без оповещения суда и перед заседанием стала в последнее время распространенной. И она, цитата, «очень бесит судей». Соломина также рассказала, что у Малахова помимо других проблем со здоровьем диагностировали паховую грыжу. Ему рекомендована операция, но, цитата, «слушать нас никто не стал. Человека загнали на север. И, я так понимаю, это не предел», конец цитаты. Также Татьяна рассказала о других проблемах со здоровьем у Вячеслава. И это все новости, о которых я хотела вам рассказать. Друзья, смотрите также другие видео с нашего канала. И обязательно включайте нас вечером, чтобы подвести итоги дня с программой «Воздух». Подписывайтесь на наш телеграм-канал, так мы сможем всегда оставаться на связи, даже если YouTube в России заблокируют. А еще там вы найдете весь наш контент в аудиоформате. Ссылку вы найдете внизу в описании. Ну и, конечно, ставьте лайки и подписывайтесь, берегите себя. До конца года совсем чуть-чуть. Всего хорошего и пока-пока.